Всем привет, ребята! Сегодня хочу поговорить с вами о событии «Безумный Джо». Полноценный гайд по этому мероприятию я снимать не буду, потому что такой ролик у меня уже есть на канале. Если я не ошибаюсь, именно он является самым популярным на моем YouTube-канале. Но с момента его выхода появились некоторые изменения, а главное, накопилось очень много вопросов, которые вы регулярно задаете в нашем чате Telegram-канала в период прохождения мероприятия. Поэтому сегодня мы разберем самых 10 популярных вопросов по событию «Безумный Джо» и постараемся закрыть все самые частые вопросы. Так что устраивайтесь поудобнее, не забудьте поставить лайк этому видео и давайте начинать. Если такой формат вам понравится, я увижу хорошую активность под этим роликом, допустим, хотя бы 200 лайков, то мы сможем делать подобные выпуски и по другим событиям игры. Например, после Безумного Джо мы можем разобрать Медведя, а затем сражение альянсов, либо мобилизацию альянсов, а потом и остальные игровые события в таком же формате, отвечая на самые популярные вопросы, которые возникают у игроков. Ну а сейчас давайте перейдем непосредственно к мероприятию «Безумный Джо» и разберем 10 самых популярных вопросов, которые вы задаете в чате нашего телеграм-канала. Так, давайте перейдем к первому вопросу, который вы чаще всего задаете. И звучит он следующим образом. Можно ли участвовать в мероприятии «Безумный Джо» сразу в нескольких альянсах в течение одного дня? Ответ «да», можно. Но здесь есть один важный момент. Если, к примеру, вы сначала играли «Безумного Джо» на фермерском альянсе и набрали, условно говоря, 3 миллиона очков, то эти очки будут засчитаны именно тому альянсу, в котором вы проходили события. В вашем случае очки вы получите именно в фермерском альянсе. Если же вы хотите помочь своему основному альянсу с рейтингом альянса по итогу события, то вам необходимо будет сыграть Безумного Джо и еще раз в вашем основном альянсе. Только в этом случае вы сможете принести очки уже основному альянсу. Я сам регулярно играю это мероприятие на фермерском альянсе. При этом очень часто получаю просьбу от руководителя альянса зайти и помочь набрать очки именно в основном альянсе. Поэтому по возможности я прохожу Безумного Джо как в фермерском, так и в основном альянсе. Да, награды за рейтинг альянса в этом событии нельзя назвать выдающимися, но многие альянсы все равно стремятся занять первое место. Поэтому любая дополнительная помощь всегда идет в плюс. При этом основное количество очков я все же набираю именно на фермерском альянсе. И раз мы заговорили о наборе очков, то сразу отвечу на второй популярный вопрос из телеграм-канала. Сколько необходимо набрать очков, чтобы полностью закрыть задание в альбомах Тундры за участие в событии Безумный Джо? И ответ следующий. 120 миллионов. Именно столько необходимо набрать, чтобы полностью выполнить это задание и получить максимальную награду в альбомах Тундры. Как только выпустили данное задание в альбомах, помню, как бегали с ребятами по альянсам сервера, чтобы сыграть данное событие множество раз. Если не ошибаюсь, за 2 месяца я смог набрать 120 миллионов очков, чтобы закрыть задание целиком. Следующий популярный вопрос, который очень часто задают в телеграм-канале, это каких героев необходимо использовать в мероприятии «Безумный Джо». Если вы смотрели мой старый гайд, то наверняка помните, что тогда я рекомендовал использовать вам защитных героев. Но, ребята, время идет, информация становится все больше, появляется опыт игроков, исследования механик, новые контент-мейкеры, различные игровые энциклопедии. Как оказалось, во время Безумного Джо наша задача не защищаться, а наносить как можно больше урона волнам противника. Поэтому сейчас рекомендации изменились. Если вы откроете любой отчет по Безумному Джо, то сверху вы увидите процент. Именно этот показатель является основой успешного прохождения этапа. Наша главная задача в течение каждой волны нанести войскам Безумного Джо более 50% урона. Бой проходит поэтапно. Сначала ваши войска атакуют пехоту Джо, затем копейщиков и после этого лучников. Именно 3 хода проходит каждый набег войск Джо. Если за первый ход вам не удалось полностью уничтожить пехоту противника, то во втором ходе необходимо добить оставшуюся пехоту и начать уничтожать копейщиков. На третьем ходе в бою могут одновременно оставаться все 3 типа войск: уцелевшая пехота, копейщики и лучники. Именно первый ход решает многое. Если вы удачно справились с пехотой, то с копейщиками и лучниками вам будет справиться еще проще, так как здоровья у них меньше, в отличие от пехоты. Поэтому ваша цель в конце каждой волны нанести войскам Джо более 50% общего урона. Если этот показатель достигнут, этап считается успешно пройденным. Из этого делаем вывод, что нам нужны атакующие герои. На сегодняшний день я советую использовать тех же героев, которые вы используете на медвежьей ловушке. Если вы играете на раннем этапе развития, то это, как правило, Джесси, Джасер и Суюн. По мере открытия новых поколений героев, просто используйте свои лучшие атакующие составы, именно те, которые вы применяете на медведе. Думаю, подробно останавливаться на каждом поколении героев смысла нет. У большинства игроков уже есть готовые формации для медвежьей ловушки, поэтому вам остается просто использовать их и в событии Безумный Джо, но с другим процентным соотношением войск. Теперь перейдем к следующему вопросу, который вы задаете не реже. Какие формации войск лучше использовать в Безумном Джо? Сразу хочу отметить, универсального ответа нет. Все зависит от вашего этапа игры.
количества войск и уровня развития аккаунта. Если вы играете в первом или втором поколении героев, и у вас пока не очень много войск, то я бы рекомендовал собрать 2 или 3 полных марша и найти игроков, которым можно отправить подкрепление. Так вы сможете максимально принести пользу своему альянсу и себе в наборе индивидуальных очков. Я нахожусь на позднем этапе игры, и у меня большое количество войск всех 3 видов. Первые 10 волн, а иногда даже до 14 волны, я отправляю в подкрепление 100% пехоту. Копейщиков и лучников в этот момент я вообще не использую. Почему именно так? Потому что первые волны обычно не представляют серьезной сложности городам, которые я подкрепляю. Если у всех стоят подкрепления, то они спокойно справляются с атаками, а пехота отлично выполняет свою задачу. И тем самым, вывев максимум пехоты из своего города, я даю возможность подкрепляющим участникам заработать больше очков за счет защиты моего города. Кроме того, перед 10-й волной у нас есть несколько минут, чтобы спокойно перераспределить войска и подготовиться более к сложным этапам события. Дальше я уже смотрю по ситуации. Если понимаю, что все идет спокойно, продолжаю играть по своей схеме. Если же требуется больше урона, меняю формацию. Чаще всего после 10 или 14 волны, когда есть немного времени, чтобы перестроить формации, использую один из 3 вариантов. Первый вариант это 70% пехоты и 30% копейщиков. Второй вариант это 70% пехоты, 20% копейщиков и 10% лучников. Или же 70% пехоты, 10% копейщиков и 20% лучников. Какую именно выбрать формацию, зависит от того, кого именно вы подкрепляете и какая ситуация складывается в событии. И самое главное, не держите пехоту дома. Чем больше ваших войск остается в городе, тем больше очков вы будете забирать у тех игроков, которые отправили вам подкрепление. Поэтому старайтесь максимально задействовать свою пехоту в маршах и помогать другим участникам Альянса. Как я вам говорил уже ранее, пехота больше всего наносит очков в данном событии, особенно в первых 10 волнах мероприятия. Так что старайтесь вывести всю пехоту с города. И следующий вопрос, который довольно часто задают, стоит ли использовать фермерские аккаунты в мероприятии Безумный Джо. И тут нет универсального ответа, потому что все зависит от правил вашего сервера и конкретного альянса. Где-то нельзя играть в фермерских альянсах, а есть серверы, где этому относятся абсолютно спокойно. Лично у меня нет никаких ограничений. Я могу спокойно играть как и в основном, так и в фермерских альянсах вместе со своими фермами. Более того, это один из критериев, который я постоянно обращаю внимание при переходе на новый сервер. Для меня важно, чтобы была возможность использовать свои фермерские аккаунты во время Безумного Джо. На самом деле фермы дают довольно большое преимущество. Они позволяют набрать дополнительное количество очков и бороться за призовые места. Например, в последнем событии я набрал 5 миллионов очков, но уступил игроку, который заработал 6 миллионов очков. И как вы прекрасно понимаете, одной из главных причин было то, что у оппонента просто было больше прокачанных ферм. На сегодняшний день я активно использую 2 фермы, и этого мне вполне хватает. Они помогают не только в Безумном Джо, но и позволяют не испытывать нехватки ресурсов, особенно во время замка или тирана. Поэтому если у вас есть свободное время, я действительно советую постепенно развивать свои фермерские аккаунты. Об этом говорил я уже не раз. По возможности прокачайте их хотя бы до 30 уровня топки. Это даст вам возможность не только получать больше пользы от ферм, но и при необходимости переводить их между серверами. Ведь именно с 30 уровня топки становится доступен трансфер. И следующий вопрос, который мы с вами обсудим, каких игроков лучше подкреплять во время события Безумный Джо. Первый самый очевидный ответ – это игроков, которые находятся в онлайне. Но здесь есть один важный момент. В отличие от Медвежьей ловушки, где мы стараемся отправлять войска в ралли самым сильным игрокам Альянса, в Безумном Джо все работает наоборот. Ваша задача найти не особо активных участников вашего Альянса. Как вариант, можно ориентироваться по уровню топки. Именно таким игрокам лучше отправлять подкрепление, чтобы заработать максимальное количество очков. И почему так? Чем сильнее аккаунт, тем больше вероятность, что войска все данный игрок не сможет вывести со своей базы. А значит, ваши подкрепления будут участвовать в меньшем количестве боев, и вы получите меньше очков. Именно поэтому выгоднее отправлять войска на более слабые аккаунты. Я думаю, каждый из вас знает, кто в вашем альянсе активный и сильный игрок, а кто играет менее активно. Вот именно таких игроков я рекомендую использовать для подкреплений во время события Безумный Джо. Что касается онлайн-волн, то здесь ваша задача постараться отправить все 6 маршей игрокам, которые находятся сейчас в сети. Еще до начала события найдите хотя бы 3-4 таких аккаунта, чтобы потом не тратить на это время. После 6, 13 и 16 волн верните подкрепление из городов игроков, которые сейчас не в сети по ходу события, и оперативно отправьте их тем, кто сейчас находится в онлайне. Онлайн-волны проходят достаточно медленно, и очков вы получаете больше, чем за офлайн-волны. Поэтому времени на перестановку подкреплений обычно хватает. После окончания онлайн-волны не забудьте снова вернуть подкрепление тем игрокам, которым вы помогали во время офлайн-волн.
И сразу отвечу на еще один популярный вопрос, почему нельзя лечить войска во время события «Безумный Джо». Дело в том, что при лечении ваши все войска, которые находятся в подкреплениях за пределами города, автоматически возвращаются домой. В результате они снова оказываются в вашем городе. А игроки, которые отправили вам подкрепление, начинают получать меньше очков. Поэтому во время события лучше воздержаться от лечения и дождаться окончания мероприятия. И последний на сегодня вопрос, который я хочу с вами обсудить, это ради него, наверное, многие из вас сегодня и собрались. Это вопрос о том, каких героев необходимо отправлять в штаб Альянса на 10 и 20 волнах события «Безумный Джо». Если у вас уровень «Безумного Джо» до 20-го, то, думаю, никаких проблем с прохождением этих волн у большинства нет. По старой памяти мы использовали следующую схему. На 10-й волне мы отправляли 100% пехоты, а на 20-й волне мы отправляли 80% пехоты и 20% копейщиков. Но затем наступает момент, когда открываются уровни Безумного Джо с 21 по 30. И вот здесь у меня к вам небольшая просьба. Я пытался найти точную информацию, но в разных источниках она отличается. Кто-то говорит, что эти уровни открываются ближе к началу 5-го поколения героев, а кто-то говорит в середине поколения. Поэтому, если вы точно знаете, на каком этапе открываются уровни с 21 по 30, обязательно напишите об этом в комментариях. Это поможет не только мне, но и всем остальным игрокам. Именно после открытия этих уровней начинается самое интересное. Если 10-ю волну обычно проходят без особых проблем, то вот с 20-й волной у многих возникают вопросы. Мой совет следующий. В штаб Альянса стоит отправлять 100% лучников, в том числе и лидеру гарнизона. Что касается героев лидера гарнизона, то я рекомендую использовать следующих. И первый герой, как ни странно, это Молли. Ее виджет повышает смертоносность защитных войск, а значит позволяет нанести больше урона войскам Безумного Джо. Помимо этого, у Молли есть атакующий навык, увеличивающий урон до 25%, а также есть шансовый навык с нанесением урона до 50%. Из пехотинцев отлично подходит Гектор, поскольку его виджет увеличивает атаку защитных войск, а также его навыки увеличивают урон пехоты и лучников. В качестве героя-лучника все зависит от вашего поколения. Если у вас уже открыто 4-е поколение героев, то можно использовать Лин, которая повышает смертоносность защитных войск. Альтернативой станет Вейн, также увеличивающий смертоносность защитных войск. Еще один хороший вариант – это Брэдли, который повышает атаку защитных войск. Помимо этого, не забывайте обращать внимание на навыки ваших лучников. Как я уже говорил ранее, в этой механике ваша задача не защищаться, а нанести противнику максимально возможный урон. Да, вы находитесь в гарнизоне, и ваша задача наносить урон войскам Джо. И помимо атакующих навыков, вам будут помогать виджеты, усиливающие вашу атаку и смертоносность в гарнизоне. Все остальные участники должны отправлять в штаб тех героев, которые они обычно используют на медвежьей ловушке. Для простоты координации вы можете использовать Джесси. При этом вступающим в гарнизон не стоит отправлять ни пехоту, ни копейщиков, только лучников. Руководители вашего альянса должны следить за тем, чтобы участники отправляли только 100% лучников в штаб. Если же вы понимаете, что со 100% лучников пройти 20-ю волну не получается, есть альтернативная тактика. Используйте тех же самых героев, но измените состав войск. На 20% пехоты, 20% копейщиков и 60% лучников. Я встречал ситуации, когда игроки жаловались на то, что 28 и 29 уровни Безумного Джо состав со 100% лучников уже не позволял пройти 20-ю волну. После перехода на схему 20-20-60 проблема исчезла, и 20-я волна успешно проходилась. Также возможна ситуация, когда лидеру гарнизона просто не хватает характеристик для успешного прохождения. В таком случае, помимо бафа питомцев, которого необходимо использовать в мероприятии, лидер вашего гарнизона может использовать все доступные 20% боевые усиления. Тем более после их активации лидер сможет воспользоваться бонусами и во время чемпионата Альянса, если во вторник играет данное событие. Поэтому не бойтесь экспериментировать и тестировать разные варианты. До 20 уровня особых сложностей обычно не возникает, а вот начиная примерно с 26-27 и вплоть до 30 уровня событие становится действительно интересным. Сегодня я вам рассказал о двух наиболее эффективных вариантах прохождения. Если у вас остались собственные наблюдения или тактики, обязательно поделитесь ими в комментариях. Думаю, это будет полезно всем. Ребята, на этом все, что я хотел вам рассказать сегодня о событии Безумный Джо. Надеюсь, такой формат видео вам понравился. И если это действительно так, обязательно поддержите ролик лайком. Если я увижу хорошую активность под этим видео, то следующий подробный разбор мы посвятим медвежьей ловушке. Да, видео про медведя на канале уже выходили, и их было достаточно много, но вопросов по этому событию вы продолжаете задавать очень много. Поэтому предлагаю разобрать его в таком же формате, с ответами на самые популярные вопросы.
Возможно, в следующем ролике вы узнаете что-то новое и полезное для себя. И если после просмотра у вас остались вопросы, есть какие-то замечания или предложения по теме, обязательно пишите об этом в комментариях. Я все читаю, стараюсь учитывать ваши пожелания при подготовке новых видео. Ну и, конечно же, не забывайте поставить лайк. Давайте попробуем как можно быстрее набрать 200 лайков под этим видео. И как только достигнем этой отметки, я сразу начну готовить для вас следующий подробный разбор. Ну а на сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Желаю каждому из вас успешно зайти в топ события «Безумный Джо», получить максимум наград и отличного настроения. Всем удачи и до новых встреч в следующем видео. Всем пока-пока.